Олежка приехал. Всем привет. С Новым годом. 8 марта. Короче, добралась Олежкина машина. Будем делать здесь комплекс. Ну, соответственно, масло, фигасло поменяем. Сделаем еще здесь раскоксовку. Посмотрим, в каком состоянии цилиндры. Сделаем профилактику раскоксовки пенной. И промывку инжектора. Плюс сейчас еще скинем бампер. Посмотрим, в каком состоянии радиатора. Потому что тут была проблема с охлаждением. Вот. У машины 30 тысяч пробега. Да, у машины 30 тысяч пробега. Короче, все, сняли бампер, проблем здесь нету. Уже ржа, соответственно, вот у нас это под вот этот усилителем ржа. И вот у нас эффект. То бишь вот так вот засрано. Вот, тут радиатор, тут забито, тут у нас еще оводы валялись. Тут вот кусочки мусора, это все. Короче, все классно. Сейчас выгоняем машину, начинаем мыть моторку. Так вот, за радиаторами вот тоже бабочки тут живут всякие. Короче, все просто. Так, этот у нас сидит на радиаторе чехольчик. Все отлично, все промываем, отмываем. Моторный отсек тоже слегка омываем. Ну, плюс, короче, всю машину сразу моем. Пока здесь у нас будет размачиваться, и машины помоются. То есть все классно. Фары, если кому интересно, чтобы их снять, соответственно, нужно, вот они болты, вот, крепление. То бишь нужно все равно снимать бампер. Бампер снять нужно, что нам нужно? Учитывайте то, что еще номерной знак снимать придется. Потому что там как раз бампер еще прикручен к этому усилителю через номерной знак. А где бампер? Куда ты делал бампер? Вот у нас бампер. Вот что я имел в виду. Вот здесь вот они, вот болты прикручены, еще и это, он вот так прикручен. То бишь, в принципе, ничего сложного нету. Головка на 10, торакс, где вот крылья. И где вот крылья передние просто тупо сдергиваете, там ничего нет такого, там просто это зажимная, вот она просто зажимная идет, и все. Ух ты, бах ты, вот они мозги. Обалдеть, вот как классно. И не герметично здесь. Здесь все герметично, а здесь не герметично. Ну как, все в лучших традициях. Короче, все классно. Все, сейчас выгоняем, начинаем мыть. Сейчас будет ясен результат, как что. Ты почему не сказал, что я рекомендую, люди, посмотрите, что вот, блядь, как стирается, блядь, мотор. Многие нихуя не моют, блядь, да? То есть говорят, что раз в 5 лет можно помыть радиатор. Смотрите внимательно, что за одно лето как засрался радиатор. Соответственно, все проблемы из этого получаются. Что может закипеть движок, или же... Ну да, у Олежки тут была проблема. Он приехал, когда жаркие дни были. У него расширительный бачок прям вот весь был, блядь, наполненный. Воздуха вообще не было. Здесь еще поменяли крышку, соответственно, по рекомендации. Была заменена крышка на всякий случай, потому что у них тоже бывают проблемы с клапанами. То бишь воздух. Так, в принципе, по бачку все отлично. Но это тоже, вот это вот все греется. В жаркую погоду это слишком большой нагрев идет. Перегрев мотора. Так, по бамперу мы еще будем, кстати, сетку туда ставить, чтобы у нас было меньше вот этого вот говна, уменьшить. Ну, чтобы защитить, как бы это, от камней, тому, чтобы меньше было пробитие было самих радиаторов. Вот, сеточка Олежка у нас купил вот такую вот красивую. Вот такую вот ячеечку. Вот. В принципе, будем ее внутри крепить, фиксировать так аккуратно, но это попозже, как раз попозже все это будет. Все будет классно. Все, так, выгоняем машину и начинаем мыть. Так, ну что, все, отмыли. Радиаторы у нас все чистое. Моторный отсек тоже чистый. Здесь все продули, все классно, все отлично. Олежка доволен, машина завелась. Так, ну что у нас получается? Блин, изображение, конечно, хреново. Вот это первый цилиндр. Короче, он грязный. Четвертый цилиндр у нас чуть маловато грязи. Короче, сейчас мы еще померяем компрессию. Пробег сколько у нас еще раз? 31 тысяча. О, 31 тысяча уже. Ну, чтобы все округлить, будет 31 тысяча. Да, грубо говоря, 31 тысяча. Вот сейчас померяем компрессию и будем делать это пенную раскоксовку. Посмотрим, какой эффект будет. Все, сейчас померим компрессию. Заправляюсь только 95-м бензином. Да, 95-й бензин. Заправку не будем говорить. Да, не будем, хотя очень хочется сказать. Не, ну в принципе это еще нормально. Да? Да. Бренд очень известный. Короче, сейчас компрессию померим, скажу, какая компрессия. Так, ну что, короче, компрессия получается
первый цилиндр 13, все остальные по 12. В принципе, нормально. Все, сейчас это фигачим пенную раскоксовку, потом мойку инжектора с раскоксовывающим эффектом. И, соответственно, посмотрим, что получится. Так, что там у нас? Пенная раскоксовка это у нас Валерьяныч, а мойка инжектора Лавруша профессиональный. Так что все, погнали. Так, ну что, запускай. После раскоксовки. Первый запуск. Давай. Так, выкрутили свечи. Вот их закидало. Свечи у нас вот такие вот получаются. ТНВД. Короче, сейчас свечи я чищу. Скорее всего, горелкой пройдусь, накалю их. И будет еще запуск. Сейчас. Без газа. Ну, потом можно под конец газа, если кидать. Второй запуск. Еще раз крутани. Ну да, давай. Все, сейчас еще раз свечи. Третий запуск. Нет, если она завелась, все. Все, вот сейчас она, вот все. С третьей попытки. То бишь, главное, первая попытка не завелась, выкрутили свечи, продули, прочистили, прокалили, закрутили. И вот на третий раз вот так вот сразу заводится. Так, все, сейчас с третьей попытки завели, после раскоксовки, все отлично, сейчас вот она работает. Сейчас чуть-чуть поработает, соответственно, и подключим это, мойку инжектора. Вот, и потом, соответственно, уже меняем свечи. Так, короче, все, находимся в моторном отсеке. Будем подключаться отсюда, соответственно, вот он. Чтобы не морочиться, это у нас возвратка, и это подача. То бишь, подключаться буду сюда на подачу, возвратку буду глушить, соответственно. Ну и плюс сразу скидываем фишку с бензонасоса. Вот. И стравливаем давление. Давай, заводи. Вот. Стравливаем давление. Вот она сейчас заведется, это вот она чуть-чуть поработает. Сейчас вот она. Все. Давление упало. Сейчас дополнительный клапан, там еще есть спускник. С него стравим, чтобы у нас в системе давления не было, чтобы там не загадить ничего. Так что все классно. Сейчас пару секунд и все будет. Так, ну что, все, поставил систему, уже опрессовал. Проблема с пробкой возникла. Все, там проверил, там заглушка стоит на возвратку. Приход, все подключено. Все, вот так вот картина висит. Все, давление сейчас уже упало, мы просто ходили кушать. Вот, 2,5 атмосферы держит. Все, заливаем жижу, запускаем. Короче, первые полчаса, соответственно, она работает у нас на холостых. Потом глушим где-то минут на 20. И потом остаток весь вырабатываем на оборотах. Так, ну что, все, короче, подключили. Сейчас работает у нас эта вся бодя на этой дряни. Подключили вот насос, это. Единственное, подключили, вот старая бутылка, она не бабахнула. У нее здесь горло начало ссаться, полетело, вовремя среагировали. Все, сейчас все опять обновленное. Короче, заглушка по возвратке работает. Все, жидкость у нас поступает. Держим давление в насосе не менее 2, от 2 до 2,5. Все. Ну, а дальше, как я говорил. Кстати, еще забыл сказать. Самое главное, здесь мы ему сейчас поменяли, вот здесь силиконовый патрубок поставили, потому что родной, во-первых, говенные хомуты, это раз, он не обжимает, плотно не сидит. Здесь единственное, я не нашел патрубка. Вот. Здесь пришлось старый патрубок ставить, но на новые хомуты. Как раз, чтобы было обжимание. Вот сейчас вот горячее, сейчас я еще протяну как раз хомуты эти, пока на горячую. Вот, и все, здесь я все протер. Это, скорее всего, просто какая-то потничка, это не так страшно. В принципе, Олежка понаблюдает, посмотрит, как что. Если будет потничка, значит, будем вскрывать клапанную крышку. И, соответственно, прокладки, по-моему, на эти бошки нету. Соответственно, будем сажать через герметик, они сажаются. Вот, будем перекладывать, значит.
Ну, хотим, короче, сделать, Олежка хочет, чтобы машина была в соку, как иномарка. В принципе, классно, прикольно. Так, у нас последний процесс, этап чистки инжектора. Олежка 1500-2500 оборотов делает. Вот у нас уже выхлоп какой идет. И горит только в путь. Так что все, агрофена, все. Через пару секунд будет как раз уже бампером будем заниматься, делать будем бампер, дорабатывать. Так, ну что, короче, сделали. Все классно. Все зашибенно, агрофена. Оба! Та-дам! Все. Теперь идем, ставим. Собрано. Все собрано. Все прикручено. Все классно. Так, вот это особо и не видно. То бишь, все прикольно. Номер тоже прикручен. Все собрано. Так, здесь как шланг у нас не родной. Теперь стоит силиконовый с хомутами хорошими. То бишь, здесь все сидит плотно, жестко. Здесь тоже. Здесь, правда, родной шланг. Блин, силикоши нет. Я поставил бы силиконовый, но у меня нету такого шланга. Я поставил бы. И хомуты здесь оба мененные. То бишь, штатные убраны, потому что они ни хрена не обжимают. Так, все, сейчас, короче, сгоняем за свечами, как раз проедемся это. Ну и, соответственно, будет результат по котлам. Долго, наверное, ждали, да? Так что все классно, сейчас все будет. Так, короче, после раскоксовки компрессия поднялась у машины. Было у нас 13, 12, 12, 12. Теперь здесь 13,5 первый. И здесь почти 13, 13. И вот четвертый, четвертый вот чуть больше 13, ну 13. Короче, в принципе, вот компрессия поднялась. Так, короче, все, получается, вот после раскоксовки сейчас проехались. Вот, поршень почти чистый стал. Это на первом цилиндре, который был вообще весь загашенный в нагаре. Остальные получше, более-менее чище. Здесь тоже вон оно. Тын-тын-тын-тын. Короче, все классно. Сейчас взяли свечи. Какие свечи? Ассам, свечи Ассам. Классные, короче, дорогущие свечи взяли. Да, Олежка? Бешеные деньги, короче, отдали за них. Все, сейчас ставим. И все, Олежка поедет с чистой совестью. Короче, все классно. Ощущение обалденное. Да, тебе нравится, как машина едет? Как танк прет, да? Все, главное, что мы вот здесь вот сделали. Потом впоследствии вот здесь шланг поменяем вот этот на более лучший, более качественный. Все, до новых встреч.